Представьте себя, что у смартфона появились, ну скажем, глаза и уши. И он не просто пассивно видит и слышит, а по-настоящему понимает окружающий мир почти так же, как человек. Звучит, конечно, как что-то из научной фантастики, правда? Но нет, это уже не фантастика. Google вовсю над этим работает. И вот сегодня мы как раз и поговорим о проекте Astra от Google DeepMind. Это, знаете, не просто какой-то очередной голосовой помощник. Речь идет о создании настоящего напарника, который видит мир буквально глазами пользователя и всегда готов помочь. Звучит, конечно, очень круто. Но что же эта система умеет на практике? Давайте посмотрим на живую демонстрацию. И, надо сказать, это действительно впечатляет. Вот смотрите. Ассистенту показывают обычную студию. И что он говорит? Не просто перечисляет объекты. Вижу камеру, микрофон. Нет, он делает вывод. Похоже, здесь записывают видео или подкаст. Чувствуете разницу? Это уже не просто распознавание объектов на картинке. Это настоящее понимание контекста происходящего. Или вот еще пример, который показывает глубину понимания. Ассистент может распознать объект, даже видя только его часть. Ему показывают какой-то фрагмент модели мозга, и он тут же точно определяет — это левое полушарие. То есть он мысленно как бы достраивает всю картинку у себя в своей нейронной сети. Так что же это такое, этот проект Astra? Сами разработчики метко назвали его «попугаем на плече». Только, конечно, это очень умный попугай. Он не просто повторяет слова, а помогает разбираться в том, что происходит вокруг. А в основе всего этого лежит мощнейшая модель Gemini. И это, конечно, совсем не то, к чему мы привыкли. Старый ассистент — это про команды. Поставь таймер, включи музыку. Astra же — это полноценный собеседник. Можно, скажем, навести камеру на цветок и спросить, а что это такое? И система не просто выдаст название, она сможет поддержать диалог на эту тему. Но самое, пожалуй, интересное во всей этой истории — это то, что Astra — это не просто новый продукт или гаджет. Совсем нет. За проектом стоит настолько амбициозная цель, что она звучит как что-то прямиком из фантастического романа. Давайте-ка копнем поглубже. Все началось с вызова, который глава DeepMind Демис Хасабис бросил своей команде. Задача была сформулирована так — создать прото-AGI. Если говорить простыми словами, нужно было разработать систему, которая, при взгляде на нее, заставила бы даже самых закоренелых скептиков признать: да, настоящий сильный искусственный интеллект — это уже недалекое будущее, он вот-вот появился. И как же команда подошла к этой невероятной задаче? Ключевая идея была в том, что интеллект — это не только сухая логика и вычисление. Это еще и социальность, общение. Так и родилась концепция помощника, который учится, наблюдая за миром через камеру и взаимодействуя с ним. Ну, почти как это делает ребенок. Хорошо, идея понятна. Но как все это работает под капотом? Как получается создать такой цельный, бесшовный опыт взаимодействия? Весь секрет, конечно же, в архитектуре системы. Если совсем упростить, то архитектуру Astra можно сравнить с человеческой. У нее есть свои органы чувств, это кодировщики видео и аудио, которые постоянно обрабатывают информацию из реального мира. Есть мозг, это сама модель Gemini, которая все это анализирует. И, конечно, есть память, система, которая помнит недавние события и сохраняет важные факты надолго. И вот тут есть один просто поразительный момент. Оказалось, что один из самых больших прорывов был достигнут очень элегантно. Чтобы система лучше понимала, что она видит, ей просто дали текстовую инструкцию, что-то вроде «ты» — это искусственный интеллект, который видит мир через камеру пользователя. И все. Это простое указание помогло ей как бы осознать свою точку зрения и начать давать гораздо более точные ответы. Но, конечно, чтобы разговор с ИИ ощущался естественным, как с человеком, нужно было решить одну гигантскую проблему. И имя этой проблеме — скорость. Только представьте. Первые прототипы имели задержку в 7 секунд. 7! Вы задаете вопрос и ждете ответа целую вечность. Любой нормальный разговор при такой задержке просто невозможен. Так как же они справились с этой проблемой? Решение было комплексным. И оборудование разместили поближе, и обработку звука ускорили. Но самая гениальная фишка — это прогнозирование ответов. Система начинает готовить ответ, еще даже не дослушав вопрос до конца. Прямо как очень хороший собеседник, который уже понимает, к чему идет разговор. Хорошо, с технологиями разобрались. Это все, конечно, очень впечатляет. Но давайте о главном. А какая от этого польза в реальной жизни? Что это может дать обычным людям? А вот тут открываются просто невероятные перспективы. Подумайте сами. Это может быть навигационный помощник для слабовидящих, который будет описывать им окружающий мир. Или бесконечно терпеливый репетитор по иностранному языку.
Или даже помощник, который поможет разобраться в сложных социальных ситуациях. Это уже не просто удобство, это технологии, которые могут по-настоящему изменить жизнь к лучшему. Более того, в будущем система сможет стать проактивной, то есть действовать на опережение. Классический пример — утром ассистент видит, что закончился апельсиновый сок, а вечером, когда вы будете проходить мимо магазина, он сам напомнит: «Кстати, сок-то закончился, надо бы купить». Вот это и есть настоящий помощник, а не просто исполнитель команд. Конечно, пока что проект Astra — это исследовательский прототип. Но он уже очень четко показывает фундаментальный сдвиг в том, как мы будем взаимодействовать с искусственным интеллектом в будущем. Главный прорыв здесь — это интеграция. Система объединяет зрение, слух, память и способность рассуждать в едином, работающем в реальном времени агенте. Это уже не просто программа, которая отвечает на запросы. Это система, которая воспринимает мир вместе с нами. И все это означает, что мы, похоже, стоим на пороге совершенно новой эры. Эры так называемого агентного ИИ. Это время, когда искусственный интеллект перестает быть просто инструментом в наших руках и становится настоящим партнером. Партнером, с которым можно вместе исследовать, творить и изменять мир. И, судя по всему, это будущее начинается прямо сейчас.